Геройские шутеры. Что это и в чем их проблема? Что такое геройский шутер? Сам жанр идет из шутеров, куда добавляют различные способности в целях расширения геймплея, его вариативности. И используется это по-разному в разных играх и в разных масштабах. В целом, известных геройских шутеров не так много. Даже если очень постараться и расширить поиск, онлайна в них не очень много. Но на данный момент можно назвать основных 4 геройских шутера, которые мы сейчас рассмотрим. Самый популярный представитель на данный момент это Valorant, что неудивительно. Только по данным трекер GG за сутки было около 5 миллионов человек. Внушительная цифра и вполне оправданная. Сама игра прекрасно себя показывает, но, как и любой онлайн-проект, особенно соревновательного сегмента, не обходится без токсичной части сообщества, что сильно портит репутацию проекта. Основными проблемами являются баланс. Он хоть и есть, но многие герои на выходе или же в течение обновлений получают крупное усиление или же очень большой добав. Следующим идет Apex Legends. По данным SteamDB, около 300 тысяч игроков за сутки на ПК. Но по предположениям, более 400 тысяч игроков ежедневно на всех платформах. Тоже популярный геройский шутер. Если Valorant взял за основу стрельбу и тактику Counter-Strike, то Apex вырос скорее из Titanfall, скрестив геройский шутер с жанром Battle Royale. А в чем беда тут? Тоже баланс. 60 человек на карте и огромный выбор персонажей создает очень высокий порог вхождения в игру. Мета здесь играет огромное значение. Был период, когда процесс изменений стоял на месте, из-за чего более казуальные игроки уходили из проекта. Но многие завсегдатаи скажут, что так даже лучше, но коммерция и статистика спасибо не скажет. Общий учет проблем, баланс, токсичность и высокий порог вхождения в игру. Overwatch или Overwatch 2 или еще ранее Overwatch. Дважды они меняли название, но суть была одной. Двойка нужна была только, чтобы обозначить новый движок и изменения в юридических тонкостях. Хотя в файлах аппликации игры также называлась Overwatch. Говоря о жанре геройских шутеров, сначала вспоминают именно Overwatch. Он популяризировал этот жанр, дал много эмоций людям, много крутых моментов, но в одно время все пошло не так, как планировали на запуске. Проблемой в то же время стала агрессивная монетизация, дорогущий донат, некачественные коллаборации и обесценивание мнений игроков. Ну и самый свежий из крупных проектов это Marvel Rivals. Очень схож механиками с Overwatch, режимы, герои, способности. Основа игры не АИМ, способности решают многое, но основа это командная работа. Игра держится за роли, но нет поиска игры по ролям, что оставляет за игроками выбор – брать недостающую роль или проигрывать. Это вызывает конфликты между игроками, предпочитающих только одну роль. Проблема начинается снова в балансе. Сложно найти его между многими героями, и в угоду равновесия приходится жертвовать лорной силой героев. Еще есть упор в фан-сервис, но нельзя назвать однозначной проблемой, но не является последним фактором. Дедушка жанра классовых шутеров, заложивший ему фундамент, уникальные герои и узнаваемые тактики. О нем сложно сказать что-то плохое, кроме того, что Valve забыла об игре и оставила на растерзание читерам. Играть на пабликах невозможно, но зайти с друзьями или найти сервис с дружелюбной атмосферой мужской дружбы и скуфов все еще можно. Paladins, некогда имеющий звание бесплатный Overwatch или Overwatch для бедных, однако это не совсем справедливо по отношению к нему. Учитывая, что тогда за свои 10 баксов Overwatch предлагал гораздо больше, были люди, что предпочитали именно Paladins. Игра смешала некоторые механики моба с основами геройских шутеров, что давало еще больше вариантов отыгровки каждого героя и матча. Игру погубила нехватка бюджета, большое количество багов и маленькая команда разработки, не позволяющая игре дальше проявлять себя на фоне гигантов. А переход Overwatch в формат бесплатного шутера окончательно убил онлайн. Deadlock. Тоже новичок в жанре, проект от Valve, пока что в состоянии бета, но проект очень перспективный. Он является слиянием жанра моба и геройского шутера от третьего лица. Имеет лайны, покупку снаряжения, крипов и экономическую систему. Игра больше напоминает доту с примесью геройского шутера, где влияют не только обилки, но и закуп вперемешку с АИМом. Вывод таков. Основной проблемой жанра является баланс, который очень сложно найти, а увеличение количества героев и способностей
ставит перед разработчиками задачу придумать что-то уникальное, но соответствующее игре и балансу.